Всем привет, ребята! У микрофона, как всегда, я Дестер. И в этом видео у нас очередная новость, связанная с проектами Вивьен Медрана. Но это не связано со сливами второго сезона Отеля Хазбин. Оно пойдет про дубляж адского босса. Да, вы не ослышались, дубляж. Потому что только что сегодня, 7 ноября, вышла новость о том, что Неадекват Рекордс стали официально озвучивать проекты Spindle Horse. Если кто не знает, Spindle Horse — это те, кто анимирует адский босс. Если что, это видео выйдет буквально чуть позже, потому что у меня и так дедлайны, проекты, и поэтому я не успеваю все выпускать за один день. В этом видео будет рассказываться подробности, почему, что произошло, как, почему они стали. Ну а вы пока что заваривайте чаек, укутывайтесь в одеяло и всем приятного просмотра. Мы начинаем. С чего же началась вся эта история? А именно началась она с поста от Неадекват Рекордс, которая вышла в 14:15 от админа Павла, в том, что ноябрь уже здесь. И мы очень надеемся, что впереди вас ждут очень интересные сюрпризы. Вот один из них, наш милый Столос. Просто всмотритесь, какой он обаятельный и загадочный. Мы очень сильно хотим вам показать его ближе, но пока не можем. И тут же начали фандомы, паблики форсить новость о том, что Неадекват Рекордс скрыли серии на своем канале. Я, чтобы удостовериться этой информацией, решил проверить. Да, они были скрыты, но как в доступе по ссылке. Потому что все уже паниковали. Они серию удалили, как теперь мы будем смотреть Неадекват Рекордс? Мы что, теперь будем смотреть в озвучке Cybercat? Но, слава богу, все уже успокоились, все панику прекратили. И серии пока что сохранены в доступе по ссылке только. Ну а потом, 6 ноября в 3 часа ночи выходит пост. У всех встал вопрос еще более остро. И уже заинтриговала эта новость. Я, как наблюдатель, решил наблюдать за всем этим процессом. Ждали. Но так и ничего не произошло. Но уже стало понятно, что идет какое-то сотрудничество, договоренность, договоры. Я уже наблюдал за всем этим процессом. Ну не только я, а еще и мои знакомые из веб-студии Voicers Team и другая студия Полукрекеры. Все разделились на два мнения. Кто-то радовался: ура, Неадекват Рекордс наконец-то начинает озвучивать у Вивьен Медрана спустя столько-то лет. А другая половина расстроилась. То, что теперь они официально стали пиратскими озвучками. В том числе, один из них даже ответил: все, у нас воруют хлеб. Все, мы теперь ничего не покушаем, даже кусочка хлебушка. Ну а потом, 7 ноября, буквально сегодня, в 11 часов, уже как раз для меня это было начало обедом, выходит пост со словами, цитирую: «Дорогие друзья, рады официально объявить, что NDR Records Production становятся официальными партнерами студии Spindle Horse Toons». То есть, уже они официально озвучивают адский босс. Сказать, что я знатно так офигел, и то, что это было ожидаемо, это буквально ничего не сказать. Тем более, уже на стримах Неадекват Рекордс на втором канале, где они выпускают бэкстейдж, говорилось, что они имеют связи с Вивьен Медрана, они со всеми знакомились, у них были договоренности, и спустя столько-то лет они наконец-то стали официально озвучивать адский босс. Как и другие проекты: Мистер Сферический, Шаранутый космос, Шаранутая работа, Наше тело, Дроны-убийцы и Удивительный цифровой цирк. Еще озвучку по Shadow Sonic аниме делают, если смотреть их бусти.
Конечно же, они извинились за длительное отсутствие новостей о будущем проекта «Адский босс» и понимали, что ожидание может быть нелегким, и они благодарят подписчиков за терпение и поддержку. Да, от них было вообще ни слуху, ни духу, когда выйдет дубляж 8-9 серии, будут ли они вообще... И что дальше-то? Чё вам, так и будем сидеть и ждать? Но, как видите, фандома Неадекват Рекордс дождались. В ходе всего этого сотрудничества они начинали еще с июня. Они вели переговоры с представителем Spinderhouse Toons, и рабочее сотрудничество стартовало только в августе, и теперь они готовы поделиться новостями. Они сообщили, что 10 ноября официально на канале Vivien Vivzie Pop выходит обновленный дубляж первой серии, и, собственно говоря, появится звуковая дорожка. Я, конечно же, решил глянуть, не врут ли. Да, она появилась, только пока не на русском, потому что она появится только 10-го. Там была вроде как испанская и французская, я уже точно не помню. Но то, что уже... хоть какое-то развитие у Вивьен Медрана Вивzie Поповны есть, это уже плюс. Потом же они сообщили, что второй сезон вскоре также начнет выходить на канале Vivzie Pop. Точные даты они оглашат в ближайшее время. Они, конечно же, не могли раскрыть все подробности по поводу сотрудничества, ну, конечно же, это же информация конфиденциальная, не все же нужно говорить напрямую. Это вот как у меня недавно было, когда я еще работал со студией Voicer Steam. Был один контракт с одной студией, и я не мог ее оглашать. Да, ну конечно, как? Мог оглашать только и не то, что весь процесс. Вот. Они же написали, что весь этот период активно работали над ремастером первого и второго сезона, исправили все замеченные недочеты, грехи в переводе, пересмотрели детали, перезаписали некоторых персонажей и были уверены, что их ожидание оправдано, и они будут рады, ну то бишь подписчики Неадекват Рекордс, услышать обновленную версию дубляжа. Конечно же, еще встал вопрос над локализацией, что же с ней будет. Они хотели вроде как продолжить работу, но, к сожалению, на данный момент YouTube, собака, не позволяет заменять видеофайлы. И это очень обидно. Вот как-то оно так. И да, теперь название «Адский босс» уже официальное. Да, они подтвердили. Тем более вы наверняка видели в их в озвученном пилотном выпуске, что «Адский», со словами цитирую, даже дисклеймер имеется. Они приняли решение адаптировать название именно так, потому что дословно в переводе называется название Hello the Boss, получается чертовски хорош, следуя американскому сленгу начала нулевых. В русском языке имеется подходящий аналог в виде слова «адский», пришедшего из сленга подонков начала нулевых, который имеет значение чего-то или кого-то крутого и может употребляться в словосочетании адской стороны. Адская сатана, крутой чел, адская туса и такое прочее. Ну вот вам ко всему этому ответ, почему он именно так называется, адский. Ну и конечно же, они сказали, что переговоры знали только Макс, Иван, Никита и Павел. Другие вообще ничего не знали, ни слуху, ни духу, и все на этом. Они приняли совершенно никому не сообщать эти новости, даже придумали теорию, под которой просили наших актеров перезаписать моменты с прошлых серий ради грандиозного сюрприза для всех и сделали микроанонс на одном маленьком фестивале в августе. Вот как-то оно так. Мне вот больше... Я вот еще задался вопросом, что думает об этом фандом Cybercat Studio, которая только привыкла слушать закадровую озвучку их. Наверняка кто-то увидел такую новость и сразу же: «Ах ты, скотина! Как вы посмели, Неадекват! Вы недостойны быть официалами! Cybercat лучшая озвучка, и я кроме них не буду смотреть ничего!» Но стоит признаться, что теперь те, кто озвучивал «Адский босс», даже Cybercat Studio, кто там, Hell Studio и еще другие студии, которые озвучивали «Адский босс» неофициально, можно признавать пиратскими. Но
И можно официально использовать гимн от Сындука «Мы не пираты». Когда я еще наблюдал над этим всем процессом, что же будет дальше, у некоторых из моих знакомых, коллег, возникло такое сомнение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что же это за последствия? Давайте я о них расскажу. С одной стороны, да, за них можно радоваться, надо, к тому же. Теперь-то то, что любят тысячи, будут смотреть миллионы. Да, но кто-то из одной из пиратских студий сказал: у нас хлеб отобрали, не стыдно, как мы теперь будем работать? И тут же один из моих знакомых из студии Voicers Team предположил, что скорее всего те, кто будут заниматься пиратской озвучкой отеля Хазбин, Неадекват Рекордс, могут просто окончательно их добить, то бишь подавать на них жалобы, он так выразился, и просто уничтожать всех конкурентов. Но, честно говоря, я не думаю, что с этого будет какой-то прок. Ну, типа, я не верю в то, что Неадекват Рекордс способны на такое, чтобы уничтожать конкурентов. Это вам не Red Hat Sound, который со своей пиратской озвучкой делает все только хуже. Конечно же, для фандома, Cybercat и других студий, которые озвучивали неофициально Адский Босс, я объясню, что я не злорадствую над тем, что вы все стали пиратской озвучкой. Нет, я не злорадствую над Cybercat. Я люблю смотреть их озвучку. Да и плюс, я не испытываю к ним никакого негатива. Вспомнить те же стримы, когда Неадекват Рекордс стримили по поводу адской всей этой темы. Он даже объяснил, что их перевод, их закадр, скорее как для ознакомления. Ну и тем более, мне лично, как к человеку, который так 50 на 50 знает английский, для ознакомления их перевод нормальный. Да и плюс, я уважаю чужой труд, и не стоит никого оскорблять. Ну просто я не люблю, когда кто-то обсирает тот или иной дубляж или закадр. Это, как по мне, неуважительно к студиям, которые работают над ней днем и ночью. А во-вторых, мне это такое не нравится. Даже один человек написал на том, что будут делать с теми, кто пишет адский босс, а не адский босс. Сожжем на костре, четвертуем гильотина, отдадим демонам. Я сразу же думал, ну это как-то жестоко, ну не нормально это кажется. А потом еще, как еще с такими еретиками поступать? Мне кажется, это не позволительно. В целом, что я могу сказать? Я рад за Неадекват Рекордс, и я еще раз поздравляю с тем, что вы теперь стали официально озвучивать Адский Босс. Разумеется, у некоторых вообще встал вопрос: может они смогут как-то договориться, чтобы озвучивать отель Хазбин первый сезон? Ну, ребята, к сожалению, так оно не работает. Как бы не печально это признавать, но русская озвучка отель Хазбин всегда, возможно, скорее всего, останется пиратской, потому что никто из российских студий не согласится озвучивать пошлый сериал отель Хазбин официально. И тем более, когда присутствуют такие законы, связанные с ЛГБТ-пропагандой. Если что, на всякий случай, я осуждаю все ЛГБТ и пошлость. И нет, я не на 100% уверен, что Неадекват Рекордс не станет официальной студией, которая озвучит отель Хазбин. Ну и не утверждаю, что все это так случится одним щелчком пальца. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и не забывайте подписываться на мои соцсети. Всем пока и до скорых встреч. Тестер в студии стоит, он как реплику решает. Голос его, анимация оживает. В глазах пламя пылает, страсти к мультсериалу, как будто F-Sword в реальность превращает.